простая африканская женщина. Ее выдали замуж в 12 лет. Через год первые роды. А всего за 20 лет она стала мамой 44 ребятишек. При этом семья жила в тотальной нищете, и только когда стало известно всему миру об этом сомнительном рекорде, в доме появилась еда, одежда, а дети смогли получить образование. Мы в Уганде, государстве в Восточной Африке, которое на протяжении десятков лет стабильно входит в число беднейших стран мира. После получения независимости в 1962 году бывшая британская колония пережила череду военных конфликтов и правление одного из самых одиозных и чудовищных диктаторов XX века – Иди Амина. В Уганде проживает почти 35 миллионов человек, но горожан всего 13%. Страна занимает второе место в мире по рождаемости, 48 новорожденных на 1000 жителей, и фертильности 6,73 ребенка на одну женщину. Но при этом средняя продолжительность жизни мужчин 52 года, женщин 54 года. По данным ООН, почти 40% населения Уганды живет на сумму меньше 1,25 долларов США, около 80 рублей по официальному курсу, в день. И при этом, как и во всех отсталых странах, крайне узкая, менее 1% населения, прослойка так называемой элиты контролирует большую часть национальных богатств. Нашу героиню зовут Мариам Набатанзи Бабири. Она родилась в 1981 году в огромной, но крайне бедной семье. Ее отец был настоящим производителем, несколько его жен, родили 45 детей, и это только те, кто пережил младенчество. Мариам рассказывала, что из-за невозможности прокормить такую ораву, как минимум 5 ее родных братьев и сестер были намеренно лишены жизни новой мачехой. Тогда же девочка поклялась себе, что никогда так не поступит со своими детьми, как бы тяжело не было. Знала бы она, сколько детей у нее появится. С девочками в бедных семьях не церемонились. Достигли половой зрелости сразу замуж. Согласия у дочери никто не спрашивал, родители руководствовались экономическими соображениями, кто заплатит за невесту, выкуп побольше, тот и получит. Вот и 12-летнюю Мариам в 1993 году отдали за жителя соседней деревни, вдовца, которому исполнилось 40 лет. Взамен получили корову. Через год после замужества 13-летняя мама родила близнецов. Вторые и последующие роды также были многоплодными. Всего Мариам рожала 15 раз и произвела на свет 6 пар близнецов, 4 тройни, 5 групп четверняшек. Итого 44 ребенка. Из них в младенчество пережили 20 мальчиков и 18 девочек, и, судя по последним журналистским репортажам, они все живы и здоровы. Врачи диагностировали у женщины редкое генетическое отклонение, скорее всего наследственное. Любая беременность превращалась в многоплодную. Прием противозачаточных таблеток ей запретили. Приходилось только рожать. При этом семья жила в крайне стесненных обстоятельствах, и новые рты не прибавляли оптимизма родителям. Когда-то вполне себе обеспеченный муж уже не мог прокормить такое количество потомков. Мариам просила врачей провести операцию по стерилизации, но местные эскулапы отказывались браться. Женщине повезло, что ее случай описали в одном научном журнале. Врачи всего мира заинтересовались уникальной мамой. Наконец, в 36 лет, сразу после очередных родов, группа британских врачей сделала Мариам операцию. Больше она не беременела. Сейчас ей 41 год, и она мать-одиночка. Великовозрастный муж сбежал в 2016 году, оставив ветхий дом и развалившееся хозяйство жене и детям. Ни с кем из своих потомков он не общается. Внимание западных врачей, а потом журналистов, имело для семьи Мариам положительные последствия. Правительство стало оказывать финансовую помощь, выделило землю для строительства нового дома и огорода. Пошли иностранные гранты. Детям дали возможность учиться, в том числе получить профессиональное образование. Но сказать, что семья Мариам купается в роскоши, нельзя. Источника постоянного заработка у нее нет какая, тут может быть работа. По сообщениям 2019 года, мама Уганда, так теперь называют Мариам в стране,
и большая часть ее детей, старшие учатся или работают в больших городах, по-прежнему живут в своей деревне в 4 одноэтажных домиках. 3 из них это спальня, где установлены металлические двухъярусные кровати для детей. Сегодня места в кроватях хватает всем, а раньше вся орава спала на грязном глиняном полу. Правительство выделяет уникальной семье 25 килограмм кукурузной муки в день, фасоль и сахар, но рыбу или мясо нужно покупать за свои деньги. На те, что остались от грантов, или на помощь, которую присылают старшие сыновья. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.